Здравствуйте, меня зовут Алена, я новый врач-невролог. Проходите, присаживайтесь прямо напротив меня. Да, проходите, стоите в дверях. Подскажите, по какой причине вы ко мне пожаловали? То есть вы хотите пройти полный осмотр, да, годовой, и также вас мучают в последнее время головные боли. Хорошо, смотрите, я тогда полностью проведу осмотр ваш. Вы у меня пройдете еще пару тестов. И также я знаю, что вы недавно сдавали снимок головы. Да, также мне его предоставите, чтобы я уже в конце могла вам полностью рассказать про возможные проблемы, которые есть у вас, либо же наоборот об отсутствии этих проблем. Да, да. Ну хорошо, тогда давайте начнем с вопросов, которые я вам буду задавать. Да, нужно обязательно, чтобы вы на них отвечали, потому что от этого будет многое зависеть. Да. Так. Так, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас генетическая предрасположенность к каким-либо неврологическим заболеваниям? А подскажите, возможно, у ваших родственников наблюдается какое-либо неврологическое заболевание? Хорошо, хорошо. Также расскажите о беспокоящих симптомах ваших, которые вас беспокоят вот на данный момент в вашей жизни. Хорошо. Также степень их выражения. Как часто они у вас происходят? Где-то раз в 2-3 дня головные боли. Окей. И частота их проявления? Хорошо, хорошо. Так, теперь мне нужно вам задать вопросы на выявление симптомов опасной болезни. Да, чтобы выявить это сразу на ранних этапах, то я вам лучше задам сейчас эти вопросы. Да, пройдем такой мини-тест. Здесь немного, здесь будет 10 вопросов, на которые вы должны дать ответ. Да, да. Не переживайте, никаких личных вопросов не будет. Все то, что касается неврологии. Да, да, и вашего в первую очередь здоровья. Потому что, чтобы прописать вам какие-либо лекарства, да, мне нужно сначала знать, с чем мы имеем дело. Чтобы все было правильно, то лучше я полностью сделаю доскональный осмотр. Да, да. Хорошо, тогда начнем. Вы храпите? Ну, не часто, но бывает, да. Хорошо. Далее. Второй вопрос. У вас есть лишний вес более 5 килограмм? Да, для начала мне нужно узнать ваш вес, чтобы примерно понимать ваш рост. 1,85 м. Да, у вас довольно-таки хорошая физическая форма. Да.
есть одышка. Да, но знаете, возможно, когда быстро куда-то вам нужно подняться, например, с первого на 4-й этаж, на 3-й этаж, и насколько она сильная. Хорошо. Далее. У вас болит голова по утрам. Да, это, кстати, уже ближе к нашему с вами вопросу о голове, да. Так как вас очень боли в голове интересуют, да, поэтому я и задаю такой вопрос. Зачастую вечером, да, после работы. Хорошо. Так, далее переходим к следующему вопросу. У вас клонит в сон днем, на работе, за рулем. Да, вот бывают такие ситуации, что приходите на работу и прям валитесь с ног. Такого не бывает. Да, или не дай бог за рулем. За рулем это вообще опасно. Мне кажется, что если есть такая проблема, то сразу нужно искать причину, да, и почему она происходит. Да, обязательно все нужно узнавать заранее и стараться предостеречь от этого, потому что это уже все очень серьезно. Да, да. Далее. У вас повышенное артериальное давление. Хорошо. Далее. Чувствуете боль в области сердца. Да, сердце у нас находится посерединке. То есть зачастую люди ранее думали, что сердце больше находится с правой стороны. Но на самом деле у нас сердечко находится ближе к центру. Да. Да, возможно, у вас в этой области были какие-то болезненные ощущения. Либо же вот с этой стороны, вот может быть где-то выше, чуть ниже, может отдавать в сердце. Да. Хорошо, хорошо. Так, далее. Вы все чаще пребываете в плохом настроении. Знаете, хорошо, что хоть с настроением у вас все хорошо. Да. Так, далее. Бывает такое, что вы не можете сконцентрироваться. У вас ухудшается память. Да, ну знаете, на работе, например, вам нужно что-то запомнить очень срочно, а у вас не получается это сделать, вот просто вылетает с головы. Да, знаете, вот такие вот, вроде бы, казалось бы, совершенно незаметные моментики, но они за собой влекут очень серьезную ситуацию. Да, поэтому о таких ситуациях нужно обязательно думать, да, и с ними обращаться уже к врачу. Да. Так, далее. У вас было такое, что у вас пропало сексуальное влечение, ухудшилась половая потенция? Да, это также очень важный вопрос, потому что, как я уже говорила, наш организм это такие вот клеточки, да, и они за собой все связаны. И если, например, у нас какая-либо клеточка, ее не хватает, то она влечет за собой огромные последствия для всего организма этих клеточек. Да, это я так объясняю, чтобы было более понятно и чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью. Да, да. Хорошо. Вопросики закончились. И мне теперь нужно провести осмотр вас. Да, да. Мне нужно, чтобы вы пересели на кушеточку, которая находится поближе ко мне. Да, чтобы мне было удобно полностью вас осматривать. Да. Да, так. Присаживайтесь. Так.
очень с трепетом отношусь к каждому пациенту. Для меня очень важно, чтобы пациент полностью знал, что он здоров. А не знаете, когда приходят на осмотр и вас просто спрашивают, ничего не беспокоит, и все, и отправляют домой. Я считаю, что это неправильно, да, потому что на каком-то этапе можно спасти человеку жизнь, да, либо от каких-то очень серьезных заболеваний. А у меня уже были такие случаи. Да. Не буду говорить, конечно, что конкретно, потому что это врачебная тайна. Но скажу я вам так, что были такие случаи, поэтому я очень-очень отношусь ко всему этому серьезно. Возможно, немножко зануда, но ваше здоровье превыше всего. Да, так. Сейчас я немножечко обработаю ручки. Так, также давайте мне ваши ручки. Да, это обязательно. Да, так. Ну что ж, начнем. Так, пододвигайтесь ко мне сюда. Так, теперь наблюдайте за моим пальчиком. Я его буду водить. Вы за ним наблюдайте. Так. Да. Так, теперь я буду следить за вашей реакцией. Да. Так. Следите за моим кулачком, поймайте глазами. Так, так. Ага, теперь здесь. Да, продолжайте. Да, таким образом я увижу вашу реакцию. Так. Так, хорошо. Теперь я закрываю вам один глазик. Следите за этим пальчиком. Так, сколько пальчиков? А теперь... вот так. Так. Так, отлично. Теперь проверим то же самое, только с другим глазиком. Так, сейчас я вам закрою этот глазик. Так. Сколько пальчиков? А так. А так. Так. Так, ну в принципе реакция у вас неплохая довольно-таки, да. Так, теперь мне нужно вас осмотреть. Да, чтобы у вас все было равномерно. А ну-ка, вы вытягивайте ручки вперед. Да, сделайте вот так вот. Да. Отлично. Отлично. Так.
будете нюхать и мне говорить, что это за запах. Да. Масла самые обычные. Так. А ну-ка. Аж в носик ударил, да, запах. Да, это совершенно верно. Это был эвкалипт. Да. Так, теперь другой. Да, чем вам пахнет такой насыщенный? Да. Апельсин, правильно. Да, довольно-таки приятный. Да, мне самой нравится. Да. Так, хорошо. Теперь нужно, чтобы вы также направили свое внимание на меня. Да, выпрямьте спинку. Ага, да. Так, сейчас я вас буду слушать. Так. Да, нужно обязательно вас послушать, чтобы понимать. Да. Так. Так. Дышите. Так, а теперь я вас попрошу не дышать. Так, теперь опять дышите. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Все. Так. Да, с дыханием у вас все в порядке. Никаких проблем у вас нет. Да. Так. Сейчас мы с вами перейдем к тестам. Мне нужно, чтобы вы посмотрели на картинку и сказали, что вы на ней видите. Полностью, какие у вас ощущения от этой картинки. Полностью вы рассказываете про картинку своими словами. Смотрите и рассказываете. Да, таких картинок будет немного, их будет 2. Вот первая. Да, можете не спеша, можете подумать, с чем оно у вас ассоциируется. Это тоже немаловажно. Да. Хорошо. Так, сейчас я вам покажу другую картинку. С чем она у вас ассоциируется? Да, эта картинка уже такая вот с таким
забрали через медсестру. Да, он у меня есть. Так. Так. Ну, я, кстати, вам могу сказать, что я по этому снимку никаких проблем у вас не вижу. Совершенно. Да. Да. Я вам тогда пропишу таблеточки, которые нужно, чтобы вы пропили. Да. И я думаю, что головные боли у вас с помощью этих таблеток пропадут. Да. Потому что выраженных никаких проблем нет. Я не нашла у вас ни с тестами, да, ни с осмотром, который я провела. Ни с чем никаких проблем у вас нету. Хорошо. Все тогда. Я вам сейчас... Да, я вам сейчас выпишу таблетки, которые вам нужно будет купить. Вы их пробиваете курс. И я вас записываю уже на следующий ко мне сеанс. Да. Да, так. Да. Да. Так, вот. Возьмите. Да, это ваш рецепт, по которому вы будете покупать лекарства. Да. Все, тогда спасибо, что вы ко мне пришли. Я вас жду через курс. Курс это получается 2 недельки. Да, вы пропиваете эти таблеточки 2 недельки. И уже тогда ко мне приходите. Если вдруг у вас ваше состояние не поменяется, да, после этих таблеток, значит, будем искать причину более углубленно. Будете сдавать уже мне и мочу тогда, и кровь, и все остальное. Да, да. Я думаю, таким образом можно поступить, потому что явных нарушений и каких-либо проблем я у вас не вижу. Да. Все, тогда спасибо вам большое. До свидания. До свидания.